Эми Уайнхаус, она была практически номер 1 в мире, самым популярным человеком, зарабатывала все возможные премии, но мы рассматриваем ее не как музыкального гения, интересует ее личность. То есть девушка очень плохо закончила, абсолютно молодой, в 27 лет умерла. Что, почему, как? Вот давайте я вам просто наглядно покажу, и вы просто начнете разбираться в людях, вы начнете их уметь читать. То есть вот вы видите, что здесь у нас все более-менее окей. То есть вот это обычное лицо обычного человека. Вот можете так вот закрыть, все, что снизу, там челюсть, рот закрыть. Все, обычная нормальная девушка. А потом посмотрите, как бы, что у нее творится вот здесь. Такое ощущение, что она какой-то как кирпич проглотила. То есть смотрите, идет здесь, а потом вот эта область абсолютно неестественно нагромождением выглядит. То есть она какая-то вообще не от ее лица, она очень тяжелая, она очень мясистая. И вот прям хочется взять вот так вот за эти кусочки вот здесь, и прям их как-то хочется расщипать, убрать. То есть такой подбородок прям огромный. То есть это не от ее лица. Эти вещи не являются ее лицом от Творца, от эволюции, от всего, от генов. Нет, это симптом тех самых зажимов. То есть смотрите, что из себя представляют наши челюсти. Они из себя представляют мышцы и вот эту фасцию. И когда ты, получается, будучи ребенком, в обиде, в страхе, у тебя включается программа защиты. А эта программа защиты, она автоматически срабатывает на уровне рефлекса напряжением. Напряжением кулаков и напряжением челюстей. И то есть, получается, вот этот вот объем, он начинает из растянутого идти как бы сжимается, превращается вот в зажатую и становится вот такой вот взбитая будка. А здесь, вот в этой вот области, здесь наваливается мясо и превращается в такую фигню, потому что когда мы плачем, перед тем, как заплакать, запускается рефлекс плача. Он прекрасно на детях отслеживается, потому что у детей слабая нервная система, и когда они собираются плакать, у них этот момент растягивается на секунды 3. И вот он идет примерно так, вот такой. Сначала тут трясется, так. Вот так вот примерно происходит плач. Соответственно, когда постоянно идет вот этот вот подавленный плач, то здесь эта область начинает нарастать в виде нароста. Здесь падает кровообращение, здесь падает правильная регуляция вот этого места. И очень часто здесь в этой зоне появляется у людей проблема вообще прыщиков, экземы и так далее. Вы даже не понимаете еще пока степень вот этого величия и гениальности этих знаний. Они объясняют все. Любую болезнь, физическую, психическую. И мало того, что объясняют, они помогают это убрать в течение каких-то пару недель буквально. Просто если делать это правильно, так как я говорю. Ну, идем дальше, смотри. Вот эта вот неестественность. Это все. То есть я когда смотрю на человека такой, я понимаю, чтобы иметь вот эту вот нижнюю часть такую крупную здесь. То есть человек пережил очень много боли, горя. То есть в любом случае. Понятно, тут у нее просто еще и глаза очень выразительные, но не всегда глаза так читаются хорошо. Но даже если бы мне не было бы глаз, а просто бы мне показали вот эту штуку, я вижу очень большую неестественность этих тканей. Я вижу, что здесь человек настрадался, я вижу, что здесь его не принимали, когда он маленький был, его особо там не слушали. То есть это, короче, ну, не было вот должной близости, не было, короче, того, что нужно было для ребенка, для нее конкретно. Окей, идем дальше. Вот смотрите сюда теперь. Это она уже чуть-чуть начала загоняться, наркотики, всякое такое, что является, опять же, следствием этих психотравм и попыткой заглушить эти сигналы, не понимая, что они внутри тебя, ты пытаешься с ними разговаривать в голове, они всегда сильнее, потому что попробуй себе, допустим, силой мысли убедить, что у тебя не болит зуб. У тебя хрен получится, потому что зуб болит на уровне сигнала. Вот так же и здесь, то есть тебя просто догоняют эти мысли перед сном, во сне, на работе, везде. Ты не можешь жить счастливо, они отравляют твою биохимию, у тебя в мысли чернуха. Ты, конечно, можешь пойти всякие транквилизаторы пить, всякие пить антидепрессанты, но, во-первых, это такие же наркотики, просто узаконенные. Они извне чужеродные заходят в твой организм и действуют. Ради бога, ну просто это вообще не решение проблемы. А решение знаешь где? Вот я вот уже написал, смотри, стрелка. Вот что это такое? Это что, пупок? Вот, ну просто. Посмотри, это что, пупочек? Ну, как бы, бывают такие пупки, по-твоему? Ну, просто логически даже, я говорю. Ну, таких пупков не бывает. Пупок, он должен быть вот, ну, как бы обычный, нормальный, стандартный пупок. Вот это вот пупок, вот эта вот маленькая дырочка, она такая только по той причине, что, как я вам говорил, что когда одна психотравма, вторая, третья, четвертая, пятая, они просто комкают вот этот вот фасциальный кокон и, соответственно, мышцы и все. Сбивается в комок, и в итоге вот из этого ровного нормального как бы пупка, оно вот так вот все начинает его прессовать, и вот остается вот эта вот щель.
То есть, условно говоря, я утверждаю, что если бы мне бы дали вот Эмми, и я бы с ней поработал бы хотя бы один раз с животом, так как по моей методике, как я даю, как у тебя будет возможность самого себя попробовать проработать, это потом в конце ролика. То есть она бы это убрала, она бы убрала эти застрявшие импульсы, и началось бы сразу же два преображения. Во-первых, она бы сбила вот эти застрявшие импульсы боли из детства, из всего, и у нее бы сразу же в голове изменились бы мысли, восприятие себя, вот эта чернуха, вот это вот, что меня не поняли, не оценили, вечно вам уже 130 лет, а вы мама, папа, какая-то у вас боль, вот эта вся глупость, она просто сохранена здесь. Когда ты здесь это все проработаешь, у тебя в голове сразу в мыслях автоматически меняется. Проработал, через 20 минут у тебя уже другие мысли, другие реакции, другое поведение. Просто мистически, магически быстро. То есть вот настолько, чтобы ты понимал. А второй момент, который изменится после того, как она бы проработала живот, у нее бы изменилось лицо. Потому что таково устройство, опять же, человеческого организма, что вот наша область, вот так вот если ее разделить, вот от пупка на такой, на крест провести вдоль пупка, и вот здесь вот так вот провести вдоль носа, то получается абсолютно такая же корреляция. То есть 4, раз, два, три, 4. 4 квадратика, живот и лицо. Поэтому как только человек меняет сразу же себе живот, снимает зажимы, у него меняется автоматически лицо. Оно вот просто меняется автоматически, ё-моё, без всяких там операций, пластика, без всякой херни. Третий момент. Сейчас пока на этого парнишу не смотрите, смотрите пока на Эми. То есть сверху вот взгляните, все более-менее, ноги закройте и все. Вот посмотрите сверху. Девушка как девушка, стройная, да, как бы, ну, все нормально. А вот теперь посмотрите все, что ниже. У нее максимально тонкая, ну, такая худоба, немножко анорексичная. Если сверху как бы более-менее еще как все окей выглядит, то снизу, ну, это прям как-то отталкивающе так немножко. Я говорю не как, что типа, как ты так могла выглядеть, а я говорю как с позиции того, что это болезнь, ребята. Это психологическое, физическое, это все вместе. То есть это все убирается легко. Я открыл гениальную штуку, благодаря которой можно мир изменить. Уже тысячи человек это все поменяли. И не важно то, что ты звезда, не звезда, таких знаний нет ни в Америке, нигде, ни в каком мире. Но они даже не переведены ни на какой язык. То есть это будущее. И вот я хочу показать вам, что вот эти ноги, ну вы видите, что они тонкие, они как бы некрасиво тонкие, они анорексично тонкие. Опять же, почему, знаете? Потому что, смотрите, в ответ на стресс, как я вам говорил, происходит сжатие. Сжатие всего. Допустим, вот какая-то область тела отвечает за определенную сферу чувств, и оно сжимается в моменте от определенной травмы, стресса и так далее. Так вот, когда это тревожность за жизнь. Для ребенка тревожность за жизнь это не только когда он там угрожает ему реальная смерть, а когда, допустим, с ним мама холодна, он это воспринимает как тревога за жизнь. Потому что мать для него единственный источник выживания. Условно говоря, родители ушли из дома, а ребенок остался один, и он вот ловит вот эту панику, страх, что он один, что его бросили. Это угроза жизни, хотя на самом деле родители могли там выйти на 5 минут в магазин. То есть я вам просто пытаюсь понять, дать понять, что угроза жизни и вот эта вот тревожность, вот это вот все, это не про объективно даже, а восприятие именно. И вот когда у этого ребенка не было близкого контакта с родителями, когда он чувствовал себя незащищенно, когда он чувствовал себя не в своей тарелке и так далее, то есть у него постоянно запускалась вот эта вот тревожность, страх за свою жизнь, за свое существование, за свою психику и так далее. И получается, что его вот этот кокон, вот он в норме, допустим, размера XL, и когда он долго в страхе, он начинает облеплять ткань. Мясо, вот все, что связано, все облепляет. То есть это как бы идет прессовочка. И получается у тебя как будто бы тело по природе должно было быть там L или XL, а оно становится на 2 размера меньше, типа M или S, потому что облепляет, и не могут расти мышцы, нету там кровообращения, ничего, и ты становишься дистрофичный в этих областях, понимаешь? И отсюда появляются те самые люди, которых я называю тонкокожие, то есть это люди с высокой душевной организацией, с высокой чувствительностью, которые пережили в детстве много стресса, много вот этой психологической боли, которые жили не в подходящей себе психологической обстановке, и их по-любому будет комкать, вот этих творческих личностей, и будет комкать, и они будут потом становиться очень-очень худые, а это списывается сейчас на то, что генетика такая. Могут даже сказать, что у меня отец такой же был, и я такой же. Но только отец был твой тоже тонкокожий такой же, и ты тонкокожий. И вы не вывезли оба, и поэтому вы превратились в такое. Если бы вы бы сняли, вот как я учу, вот этот кокон зажимы, у вас бы было вот так же, как у меня. Вот, то есть посмотрите до и после. То есть какое у меня было, вот это вот все, маленькая грудная клетка, вот это все, и какое у меня стало. То есть это все из-за того, что вот эта вот прозрачная пленка обтягивает тело, сдавливает грудную клетку, сдавливает все.
То есть у меня есть ролики на канале, которые объясняют, что такое сутулость, что такое вот эти вот все вещи. То есть это то же самое, это все об одном вот в этой пленке всей. Если ты испытываешь страх, тебя пережимает по передней части, вот здесь вот пережмет тебе страх, тебя скует, у тебя автоматически плечи и все это начнет вперед идти сюда подаваться. Это все об этом. Этот канал весь про вот эти знания, это сумасшедшие вещи. И то есть ты понимаешь теперь, что это вообще по-другому взгляд на мир, что это тонкокожие, оказывается, люди, они по генетике, они худые. И ты можешь заниматься сколько угодно в зале, но у тебя не будет расти ничего, потому что у тебя проблема не в том, что ты плохо занимаешься или плохо питаешься, а твоя как бы вот эта вот дистрофия вызвана тем, что у тебя просто обтянут кокон, и там просто не нарастает ничего. Снимаешь кокон, автоматически тело распрямляется.